Привет и добро пожаловать в эту секцию. В этом разделе мы будем разбирать основы работы сетей. Мы рассмотрим основные сетевые концепции, такие как коммутация, маршрутизация и шлюзы. Затем разберем принципы построения нет и сетей в виртуальных машинах. Потом переходим к системе доменных имен и далее увидим в действии стандартный метод устранения неполадок в сети, когда попытаемся выяснить, почему URL-адрес репозитория программного обеспечения недоступен. Для прохождения практики с сетью нам потребуется несколько виртуальных машин. В конце раздела мы посмотрим, как их настроить. Давай начинать. Привет! Давай поговорим о том, что такое сеть. У нас есть два компьютера, система 1 и система 2. Ноутбуки, десктопы, виртуальные машины в облаке, что угодно, неважно. Как система 1 достигает системы 2? Чтобы подключить их друг к другу, нам нужен интерфейс на каждом хосте. Он будет физический или виртуальный в зависимости от хоста. Чтобы увидеть интерфейсы хоста, используем команду IP-Link. Для установления полноценной сети подключим наши интерфейсы не к общему проводу, а к специальному устройству-коммутатору или свитчу. В этом случае мы подключили к свитчу интерфейсы с именем F0 обоих наших систем. Предположим, что это сеть с адресацией 192.168.1.0. Мы назначаем системам IP-адреса в этой сети. Для этого воспользуемся командой IP-addr. После того, как каналы установлены и IP-адреса назначены, компьютеры могут связываться друг с другом через коммутатор. Сделаем пинг от первой системы во вторую. Switch может разрешать только обмен данными внутри сети, что означает, что он может получать пакеты от хоста в сети и доставлять их в другие системы в той же сети. Допустим, у нас есть еще одна сеть, содержащая систему 3 и систему 4. Адресация в этой сети 192.168.2.0. Системы имеют IP-адреса 192.168.2.10 и 2.11 соответственно. Как система, живущая в одной сети, достигнет системы в другой? Например, как системе 2 с IP 192.168.1.11 достигнуть системы 3 с IP 2.10, ведь 192.168.2.0 — это другая сеть. Вот где на помощь приходит маршрутизатор. Маршрутизатор или роутер помогает соединить две сети вместе. Это интеллектуальное устройство, поэтому воспринимай его как еще один сервер с множеством сетевых портов. Поскольку он подключается к двум отдельным сетям, ему назначают два IP-адреса, по одному в каждой сети. В первой сети мы назначаем ему адрес 192.168.1.1, а во второй 192.168.2.1. Теперь у нас есть маршрутизатор, подключенный к двум сетям, который может обеспечивать связь между ними. И вот настал момент, когда системе 1 требуется отправить пакет в систему 3. Но как системе 1 узнать, где находится маршрутизатор? Маршрутизатор — это просто еще одно устройство в сети. Может быть много других подобных устройств. Какой из них выбрать? Здесь нам на выручку приходит шлюз или гейтвей и маршрут или root. Если бы сеть была комнатой, шлюз — это дверь во внешний мир, то есть в другие сети или в интернет. Системам нужно знать, где эта дверь находится, чтобы пройти в нее. Чтобы увидеть существующую конфигурацию маршрутизации в системе, запусти команду root. Она отображает таблицу маршрутизации ядра Kernel Routing Table, и в ней, как ты можешь видеть, в данный момент нет информации маршрутизации. Таким образом, в этом состоянии наша система 1 не может подключиться к системе 3. Она сможет подключиться только к другим системам, в той же сети в диапазоне 192.168.1.0. Чтобы настроить шлюз в системе 1 для доступа к системам в сети 192.168.2.0, запусти команду IP-root add. Там укажи, что мы будем подключаться к сети 192.168.2.0 через дверь или шлюз по адресу 192.168.1.1. Повторный запуск команды root показывает, что у нас теперь добавился маршрут для доступа к сети 192.168.2.0 через роутер. Окей. Помни, что это нужно настроить во всех системах. Например, если система 4 должна отправить пакет в систему 2, тебе необходимо добавить маршрут в таблицу маршрутизации системы 4 для доступа к сети 192.168.1.0 через маршрутизатор, настроенный с IP-адресом 192.168.2.1. Теперь предположим, что этим системам нужен доступ к интернету. Скажем, им нужен доступ к Google в сети 172.217.194.0 в интернете. Таким образом, мы подключаем роутер к интернету, а затем добавляем новый маршрут в свою Routing Table, чтобы направлять весь трафик в сеть 172.217.94 через маршрутизатор.
Существует очень много разных сайтов в разных сетях в интернете. И вместо того, чтобы добавлять подобные записи в свою таблицу маршрутизации для каждой из этих сетей, мы можем просто сказать, что если система не знает маршрута, то пользуйся вот этим вот маршрутизатором в качестве шлюза по умолчанию. Таким образом, любой запрос к любой сети за пределами нашей существующей поступит на этот конкретный маршрутизатор. И вот здесь, при такой простой настройке, все, что нам нужно, это одна запись таблицы маршрутизации с шлюзом по умолчанию, установленным на IP-адрес маршрутизатора. Помни, что вместо слова default ты также можешь указать 4 ноля, разделенные точками. Это означает любой IP-адрес назначения. Обе эти строки обозначают одно и то же. В случае системы 4 для доступа к любым устройствам сети 192.168.2.0 ей не нужен шлюз, потому что она находится в собственной сети. Но предположим, что у нас в сети есть несколько маршрутизаторов. Один для интернета, другой для внутренней частной сети. Тогда нам нужно будет иметь две отдельные записи для каждой сети. Одна запись для внутренней приватной сети и другая запись со шлюзом по умолчанию для всех других сетей, включая общедоступные сети. Поэтому, если у тебя возникают проблемы с выходом в интернет с твоих хостов, проверка таблиц маршрутизации и конфигурации дефолтного шлюза — хорошее место для начала траблшутинга. Окей, давай подытожим лекцию, пробежавшись по ключевым командам. Они потребуются нам в следующих лекциях. IP-link предназначена для перечисления и изменения интерфейсов на хосте. IP-header нужна для просмотра IP-адресов, назначенных этим интерфейсом. IP-header add используется для установки IP-адресов на интерфейсах. Еще момент, что все изменения, сделанные с помощью этих команд, действительны только до перезапуска. Если ты хочешь сохранить эти изменения, то их нужно прописать в файле etc network interfaces. Команда IP-route или просто команда route используется для просмотра таблицы маршрутизации. IP-route add используется для добавления записей в таблицу маршрутизации. Что ж, вот и все в этой лекции. Жду тебя на следующей. Привет и добро пожаловать! В этой лекции мы поговорим о трансляции сетевых адресов или NAT. NAT и следующая лекция напрямую не относятся к Linux, но для понимания сетей тебе эти вещи нужно уяснить. Если ты их уже знаешь, просто пропусти эти лекции. Итак, у нас две машины, система 1 и система 2. Они в одной локальной сети, сеть завязана на switch, и у систем имеются свои IP-адреса. Также у нас есть роутер с IP не из частного диапазона, то есть с белым IP, подключенным к интернету. Чтобы раздать интернет на наши компьютеры, мы соединили роутер с коммутатором и сделали роутер членом сети 192.168.1.0. На системе 1 и системе 2 прописали нужные маршруты, в общем, мы уверены, что интернет будет доступен. Теперь система 1 пытается послать запрос на веб-сервер Rotara Cloud. Поэтому адрес получателя пакета будет rotara.cloud/80. В поле отправителя пакет будет иметь IP-адрес системы 1. Это 192.168.1.10 и порт, выделенный системой 1 для связи. В данном случае это 1025. Наш пакет начинает свое путешествие. Сначала на внутренний порт роутера 192.168.1.1, потом на внешний 213.170.120.10, а потом после блуждания по глобальной сети он попадает на сервер Rotara Cloud. Служба веб-сервера, работающая на порту 80, разбирает пакет, извлекает страницу lab.html и посылает ответ обратно. Но куда она его посылает? Это значение она берет из поля отправителя, а это 192.168.1.10 на порту 1025. Но это диапазон частной сети. Понять, где искать этот адрес, невозможно. Поэтому пакет-ответ не будет отправлен на машину системы 1, так как веб-серверу непонятно, где такой адрес находится. Вот здесь появляется механизм, известный как Network Address Translation. Начнем все сначала. 192.168.1.10, 1025 посылает пакет на Rotara Cloud 80. Достигая нашего роутера с NET-функцией, пакет будет преобразован. Его поле отправителя будет заменено на IP-адрес и порт маршрутизатора. А чтобы не забыть об этом действии, информация об этом занесется в специальную таблицу NetTable. Эта таблица находится на маршрутизаторе и содержит соответствие адресов реальных отправителей и того, на что он это поле заменил. После того, как роутер изменил отправителя, пакет продолжает свое путешествие.
Далее сервер принимает запрос, исполняет его и отсылает веб-страницу на адрес, который он может найти, а именно 213.170.120.10. После получения ответа NET нашего роутера смотрит в поле получателя и видит, что это 213.170.120.10, двоеточие 10.25. Он проверяет таблицу и понимает, что этот пакет на самом деле предназначен не ему, а компьютеру из локальной сети 192.168.1.10, который ждет его на порту 10.25. NET меняет поле отправителя и посылает пакет дальше в локальную сеть. Теперь пакет дойдет. Я бы сравнил это с работой почты на секретном заводе. Такие были в СССР, да и сейчас, наверное, где-то есть. У них один почтовый ящик на все предприятие, и нельзя указывать настоящего отправителя. Почтмейстеру приходилось при пересылке доставать письма из старых конвертов и вкладывать их в новые, с обратным адресом своего почтового отделения. Потом отправлять. А чтобы не забыть, что он отправил и кому передавать ответ, он записывал адрес и имя отправителя в большую тетрадь. В следующий раз, когда приходил ответ на письмо, по имени получателя почтальон понимал, в какой отдел и кому нужно доставить письмо. Точно так же это будет работать с системой 2, за исключением того, что порт 1025 на роутере будет уже занят, и он использует другой, близкий к этому. Как это работает в Linux? У нас две сети и роутер на основе Linux, синяя система. Чтобы 192.168.1.5 смог добраться до 192.168.2.5, нам нужно прописать маршруты для второй сети на фиолетовом узле и для первой сети на желтом. Теперь пинг идет. Если запустить TCP-дамп на синем роутере, мы увидим, что проходят requests от IP 192.168.1.5 и replies от 192.168.2.5. То есть и отправитель, и получатель действуют от своих настоящих имен. Немного изменим схему. Мы хотим, чтобы фиолетовая машина смогла пользоваться возможностью отправлять пакеты от лица роутера, прячась за его нетом. Для этого научим роутер реагировать на пакеты из сети с фиолетовым узлом, то есть задействуем net. Для этого внесем правило iptables для net-таблицы в цепочку post-routed. Тем самым скажем, что для любого пакета, пересылаемого из сети 192.168.1.0 в другие сети, мы меняем адрес на адрес роутера. Теперь пакеты, идущие от фиолетовой машины, проходя через синий роутер, попадут на желтую машину с новым адресом отправителя. Далее ответ будет передан сначала на синий роутер, а уже с него на фиолетовый хост. Вариантов использования NET масса, и мы постоянно этим пользуемся. Эта технология может покрывать достаточно большие сети. Ты можешь иметь большую центральную сеть с большим количеством серверов, и сеть в десятки раз больше в качестве клиентов этих серверов. Как видишь здесь, трансляция адресов позволяет использовать одну и ту же адресацию сети в разных отделах для совместного доступа к центральной сети предприятия. В Linux мы использовали iptables для организации NET. Чем глубже ты будешь погружаться в Linux, тем чаще будешь решать проблемы, связанные как с обычной сетью, так и с сетью виртуальных машин. Для этого тебе нужно знать, какие бывают методики организации таких сетей. Обсудим это в следующей лекции. Привет и добро пожаловать на лекцию, в которой мы рассмотрим возможности VirtualBox в части сети. Что касается сетей VirtualBox, у студентов обычно возникают сложности с пониманием тех разных сетей, которые предоставляет этот гипервизор. Следующий лидер по вопросам — настройка сетевых адаптеров, а также как сделать так, чтобы настройки не пропали после перезагрузки. Далее не все студенты понимают, что такое NET, Bridge, хост сети и как несколько VMs ведут себя при таких типах подключения. Еще один популярный вопрос — как обеспечить доступ в интернет из виртуальной машины и обеспечить работу приложений, прослушивающих какой-то сетевой порт. Попробуем ответить на эти вопросы в этом видео. Мы говорили раньше об основах сети, но давай вспомним о них еще раз, вдруг ты что-то забыл. Компьютерные системы, такие как наши ноутбуки или серверы, имеют разные интерфейсы или адаптеры, используемые для подключения к сети. Например, интерфейсы проводной сети Ethernet для подключения к локальной сети через хаб или switch и беспроводные интерфейсы для подключения к сети через Wi-Fi. Независимо от того, как они подключаются к сети, после того, как они это сделают, они получают IP-адрес, который назначается или вручную, или динамически, то есть его выдает специальный DHCP сервер. Допустим, я настроил компьютер у себя на работе и подключил его к сети предприятия с помощью кабеля Ethernet. Как только соединение установлено, мой десктоп получает IP-адрес. В сети у меня могут быть локальные машины, а также выход в интернет.
У меня хост на OS Windows, и запустив команду ipconfig, я вижу, что IP-адрес системы в данный момент 10.0.0.5. Также у компьютера есть другой адаптер. Это такой же проводной адаптер, но разницы нет. Это может быть, например, Wi-Fi адаптер. Я прикрепляю этот второй адаптер к этой же сети. Этот интерфейс получает другой IP. Этот присвоенный адрес также можно посмотреть этой же командой. Теперь у одного и того же компьютера есть два отдельных IP-адреса в одной и той же сети. Если другой хост захочет связаться с моим десктопом, он сможет сделать это, используя любой из этих двух IP-адресов. Я хочу здесь донести мысль, что в каждой компьютерной системе могут быть разные сетевые интерфейсы. Их может быть много. Эти адаптеры могут быть подключены к разным сетям. Также отметь, что часть адаптеров может быть подключена к той же самой сети, как показано в моем случае. На некоторых интерфейсах может быть доступ в интернет, и это зависит от того, связана ли сеть этого адаптера с интернетом. Таким образом, если я направлю сообщение в интернет со своей машины, но укажу интерфейс, который подключен к сети без интернета, сообщение не дойдет до получателя. Окей. После создания виртуальной машины VirtualBox мы можем зайти в настройки и проверить настройки сети. Мы увидим различные сетевые параметры. Здесь есть 4 вкладки Adapters, что означает, что мы можем настроить свою виртуальную машину так, чтобы использовать до 4 отдельных сетевых подключений. Как нам их правильно настроить? По умолчанию включен только первый адаптер. Он работает в режиме NET. Как видишь, кроме NET доступно еще несколько вариантов, такие как мостовая и внутренняя сеть, Host Only, Generic Driver, Net Network, Code Network и вариант, когда сеть не подключена. Скоро мы разберем эти режимы. Сейчас давай посмотрим на мой пример с хостом в сети предприятия. Итак, у нас есть физическая система, скажем, какой-то десктоп, и он подключен к сети с диапазоном 10.0.0.0. Мы установим для него IP 10.0.0.5. На этом компьютере у нас есть VirtualBox, а в нем создано несколько виртуальных машин. Пусть их будет 4. Как эти виртуальные машины будут общаться друг с другом? Как они будут достигать систем за пределами этого физического ПК? В данный момент эти виртуальные машины просто созданы. У них нет сети, и им не назначены никакие IP-адреса. Так что если ты войдешь в любую из этих виртуальных машин через консоль и попробуешь попинговать соседнюю машину, то попытка будет неудачной. Ты просто не знаешь, какой адрес пинговать. Чтобы раздать эти адреса, создадим частную сеть внутри нашего компьютера. Это называется Host Only Network, что означает, что эта сеть только внутри хоста. Адрес этой подсети будет 192.168.1.0. Мы присоединяем виртуальные интерфейсы наших виртуалок к этой сети. Как именно это делать, я покажу чуть позже. Позволь сначала рассказать о самой концепции. Итак, мы подключили виртуальные интерфейсы наших VMs к этой сети. Они все получат IP-адрес в диапазоне 192.168.1. Будет, как ты видишь здесь. Одна система получает 192.168.1.2, вторая 192.168.1.3, третья 192.168.1.4, четвертая 192.168.1.5. Наш компьютер тоже является частью сети, поэтому на нем также будет создан виртуальный интерфейс. Он будет подключен к этой же сети, и ему будет выдан адрес 192.168.1.1. Таким образом, все виртуалки, а также хостовой ПК теперь являются частями виртуальной Host-Only сети. Причина, по которой это называется Host-Only, заключается в том, что связь поддерживается только внутри этого хоста. Все VMs могут связаться друг с другом и с хостом, но они не могут достичь внешнего мира. Никто извне нашего хоста не сможет получить доступ к этим виртуальным машинам. Они в частной сети внутри нашего локального хоста. Как нам создать подобную сеть и подключить виртуальные машины к ней? Чтобы создать такую хост-only сеть VirtualBox на Windows, выбери в меню «Файл», а затем перейди к Host Network Manager. Аналогичный вариант доступен для Mac и Linux. Войдя в менеджер, создай новую сеть, нажав на кнопку Create. Кнопка создает внутреннюю виртуальную сеть в нашей хостовой OS. Для этого она создает сетевой интерфейс с названием VirtualBox Host Only Ethernet Adapter и далее его номер. В Mac и Linux эта сеть будет называться по-другому, но суть та же. Далее на нашем хосте виртуальных машин будет создан интерфейс, и ему по умолчанию будет назначен первый IP-адрес этой сети. Если ты Windows, запусти команду ipconfig. Ты увидишь, что теперь у нашей физической машины появился дополнительный адаптер, и компьютеру назначены два адреса. 10.0.0.5 на сетевом адаптере и 192.168.1.1 на виртуальном.
Так что эта сеть 192.168.1.0 была создана VirtualBox. Мы можем создать несколько таких host-only сетей. Окей, теперь, когда мы создали сеть, мы можем подключить к ней виртуальные машины. Перейдем на страницу настроек виртуальной машины и под сетью выберем адаптер и установим Attach to в Host-Only адаптер. Далее выберем сеть, которую мы только что создали. Так нужно сделать на каждой виртуальной машине. Эта Host-Only Network имеет свой DHCP, поэтому нам не нужно думать о назначении IP-адресов, они будут выданы автоматически по мере включения VMs. Итак, это был один из вариантов. Давай посмотрим на другой сценарий. У нас в сети есть другая физическая машина. В отличие от предыдущего примера, где у нас была общая сеть, но только для своих внутри хоста, теперь у нас есть хост, имеющий внутри себя виртуалки, и хост без виртуалок, но оба они подключены к сети 10.0.0.0. Второму хосту назначен IP-адрес, и он будет 10.0.0.8. На этом компьютере запущена какая-то служба, например, экземпляр базы данных. Скажем, что наша VM с адресом 192.168.1.2 хотела бы получить данные из этой базы, которая исполняется на хосте 10.0.0.8. Сейчас в текущей настройке с сетью Host-Only это невозможно, поскольку их внутренняя сеть существует только внутри хоста, и VM не получится выйти за его пределы и достичь хоста в другой сети. Вот для такого рода доступа был придуман другой тип сети, а именно Net Network или сеть с Network Address Translation. Эта сеть похожа на Host-Only. В ней также создается виртуальная частная сеть внутри физической системы, и точно так же к ней присоединяются все виртуальные машины. Все они получают внутренний IP-адрес, но на этот раз VMs могут получить доступ во внешний мир. Теперь VM с адресом 192.168.1.2 может получить доступ к базе данных, используя адрес 10.0.0.8 для обращения к серверу базы данных. Но как осуществить связь между частной виртуальной сетью и другой сетью, в которую наши виртуалки не входят? Как ты видишь, в эту внешнюю сеть 10.3.0 входит наш хост виртуальных машин. У него там IP-адрес 10.0.0.5. Теперь каждый пакет, отправленный из VM к базе данных, будет направлен на наш физический хост. Там пакет данных будет преобразован с помощью NET, и его адрес будет изменен со 192.168.1.2 на 10.0.0.5. То есть на внешний адрес хоста. В таком виде пакет успешно доберется до адресата. Теперь, получив пакет, сервер базы данных будет уверен, что запрос исходит от нашего физического компьютера. Поэтому он возвращает ответ с данными по обратному адресу 10.0.0.5. Хост виртуальных машин получает пакет. Его движок NET проверяет и понимает, что это ответ не для хоста, а для его внутренней виртуальной машины с адресом 192.168.1.2. Поэтому он меняет адрес получателя на VM и отправляет пакет во внутреннюю сеть, где тот успешно достигает виртуалки. Такая методика называется трансляцией сетевых адресов, потому что в процессе передачи данных сетевые адреса подменяются или транслируются. То есть, когда запрос проходил через сеть, он на некоторых участках пути менял своего отправителя и получателя. Сначала наш хост заменил адрес внутренней сети на адрес внешней сети и отправил его наружу хоста, а затем при получении поменял адрес получателя на внутренний адрес. В этом суть NET, и поэтому такой же тип сети называется Net Network. Как видишь, с такой настройкой VMs внутри могут получить доступ к внешнему миру, но внешний мир сам не может узнать о существовании виртуалок и, соответственно, обратиться к ним. Для внешнего мира это будет всегда выглядеть как хост нашего ПК. Для того, чтобы создать Net Network, перейди в настройки VirtualBox, сети, там найди Net Networks, далее нажми плюс и создай новую сеть. После создания к сети нужно подключить виртуальную машину. Зайди в настройки VM в сеть, выбери адаптер и установи подключение к Net Network и выбери имя. Теперь внутри VM появится автоматически выданный IP. В опциях адаптера ты видишь две похожие настройки — Net и Net Network. Но это разные вещи. А в чем отличие? Как ты помнишь, Net — это установка VM по умолчанию VirtualBox. Net аналогичен Net Network в части того, что делает доступными запросы к внешнему миру из виртуальной машины. Для этого используется такой же процесс трансляции адресов, что мы видели недавно. Запросы от VM транслируются в адреса хоста, а далее отправляются во внешнюю сеть, а на входе происходит обратная операция. Однако в случае простого NET не будет общей сети виртуальных машин. То есть виртуалки не смогут достичь друг друга. Они будут изолированы каждая в своей сети, состоящей из самой виртуальной машины и ее физического хоста. Таким образом, VMs не могут говорить друг с другом.
но могут общаться с внешними системами через свой физический хост. У каждой виртуальной машины будет свой собственный NAT-маршрутизатор, в то время как у NAT Network он был один для всех VMs. Окей, это все о NAT. Теперь рассмотрим случай, когда какому-то внешнему хосту требуется доступ к виртуалке внутри VirtualBox. Это необходимо, когда внутри виртуальной машины запущена какая-то служба, потребитель которой находится вне физического хоста. Что произойдет, если мы хотим обратиться к такой службе извне? Скажем, у нас запущен веб-сервер, например, корпоративный портал на одной из виртуальных машин, а во внешней сети у нас есть другие устройства, которые хотят получить доступ к порталу. Например, это рабочие станции сотрудников. Для того, чтобы виртуальная машина была доступна из внешней сети, нам потребуется сделать ее участником этой сети. В VirtualBox на этот счет есть другой вид сети, известный как Bridge Network или мостовая сеть. Такая сеть действует как расширение локальной сети. Нам не требуется создавать эту мостовую сеть, как мы создавали раньше Host-Only или NET-сети. Мостовая сеть есть всегда, поскольку в ней адресация совпадает со внешней сетью. Примеры у нас 10.3.0, поэтому нам лишь нужно подключиться к ней. VMs подключаются к этой сети и получают IP-адреса в этом же диапазоне IP, что и у физических хостов. Как видишь, это адреса 10.0.0.101, 102, 103, 104. Теперь внутри сети каждому устройству будет казаться, что все VMs являются частью нашей внешней локальной сети. Получается, что локальная сеть и виртуальная мостовая как бы стали одной сетью. И эта сеть другим компьютерам и виртуальным машинам видится как обычная локальная сеть, хотя по факту часть сети виртуальная и существует только внутри VirtualBox. Окей, так как все теперь являются частью одной и той же мостовой сети, то компьютеры сотрудников могут напрямую обращаться к виртуальной машине, используя назначенный ей IP-адрес. И это все о Bridge Network. Итак, мы поговорили о трех видах сетей — Host-Only, NAT Network и Bridge Network. Теперь поговорим о подключении к интернету в этих сетях. В случае NAT, будь то сеть NAT или просто NAT, подключенные внутренние виртуальные машины могут достигать внешнюю сеть через сетевой адрес хоста. Получается, что VM будет подключена к интернету до тех пор, пока хост имеет это подключение. Нам дополнительно не придется что-то настраивать. Вариант с мостом, как мы говорили, является расширением виртуальной сети во внешнюю локальную сеть. Поэтому виртуальная машина становится другим участником сети, так же, как и все остальные хосты в ней. DHCP выдаст им правильные настройки, с которыми виртуальная машина должна так же легко получить доступ в интернет, как и наша хост-система. Однако в случае Host-Only VMs находятся в приватной внутренней сети, где они могут взаимодействовать только лишь друг с другом. Они не могут подключиться ни к каким системам вне хост-машины. Здесь только наш физический компьютер подключен к двум сетям — к внутренней Host-Only и внешней локальной сети, из которой имеется возможность подключиться к интернету. Мы можем настроить наш хостовой компьютер для прямой пересылки трафика из внутренней сети во внешнюю сеть. Для этого надо включить переадресацию IP в нашей хостовой системе. Обычно в большинстве систем это отключено по умолчанию, но такая функциональность, как правило, есть. Эта функция переадресации преобразует наш десктоп или лаптоп в маршрутизатор, то есть сетевое устройство, которое может пересылать трафик между разными сетями. Имея в виду, что это потребует дополнительной настройки. В случае, если тебе не подходит такая возможность, есть другой способ добиться этого. Мы можем установить интернет отдельно. Как ты помнишь, в VirtualBox есть возможность подключения к виртуалке до 4 отдельных адаптеров. Так что мы можем настроить второй сетевой интерфейс и подключить его к NAT. Через первый адаптер эта VM будет связана с другими VMs, а через второй она будет ходить в интернет. Так что это будет действительно просто. Мы просто скомбинируем два подхода для одной машины. Окей. Теперь, когда ты столкнешься с проблемами с сетевыми подключениями в виртуальной машине, ты знаешь, куда смотреть и на что обратить внимание. Нужно проверить все интерфейсы, которые настроены для VM, какие там типы сетей, какие IP присвоены, совпадает ли эта адресация с доступными сетями. Обычно этого достаточно, чтобы понять, почему твоя виртуалка не может добраться до интернета. Напоследок, один момент, который стоит упомянуть, это тема о переадресации портов. Это может быть немного сложным поначалу, если ты ничего не знаешь о портах, но пока придется потерпеть и взглянуть на это. Мне нравится сравнение IP-адреса с кодом страны в телефонном номере, а номера порта с номером телефона, что идет за ним. Когда мы набираем на телефоне код +7, мы особо не волнуемся, поскольку знаем, куда примерно пойдет звонок. Скорее всего, это территория Российской Федерации. Если в номере +6, то мы понимаем, что к звонку нужно отнестись серьезнее.
Дальше мы набираем номер абонента, чтобы попасть именно к своему собеседнику. Также и здесь. Введя один IP-адрес, ты попадаешь на физический или виртуальный хост, на котором могут быть тысячи абонентов служб. Тебе нужно знать номер, чтобы соединение произошло. Порты похожи на телефонные номера. Например, у веб-сервера Apache это будет номер 80, а у базы данных MySQL 3306. Этот номер порта обычно пишется после IP-адреса после двоеточия. В веб-браузерах тебе это не нужно, поскольку сам браузер дописывает номер порта за тебя при отправке запроса. Так вот, номер порта — это номер абонента приложения, и это легко запомнить. Окей. Здесь у нас такой простой сценарий, в котором мы имеем одну виртуальную машину, настроенную с .NET по умолчанию. Опция переадресации портов позволяет нам ставить в соответствие порт хостовой ОС к порту в гостевой ОС. Например, порт 80 хоста может быть сопоставлен с портом 80 в гостевой системе. Теперь любой трафик, который обращается на номер порта 80 на IP-адрес хоста, будет автоматически пересылаться на IP гостя на этот же порт 80. Допустим, гостевая система используется как сервер. У нас здесь настройка NetNetwork, и мы уже обсуждали, что при такой настройке внешние хосты не смогут напрямую подключиться к виртуальной машине. Но настройка такой пересылки для порта может помочь веб-серверу виртуалки получать запросы от внешних хостов, даже если мы выбрали сетап с трансляцией сетевых адресов. Порт Forwarding перенаправляет трафик, полученный на порт 80 физического хоста, в порт 80 виртуальной машины. Вообще, это не обязательно должен быть один и тот же порт. Мы можем, например, пробросить порт 8000 хоста на порт 8080 гостя. Ранее мы говорили, что для SSH виртуальной машине мы должны назначить IP-адрес, а затем использовать его в команде SSH для установки соединения от хоста к гостю. Есть другой способ сделать это, и он может быть удобен, если мы не знаем IP-адрес виртуалки. Можно сопоставить порт 22 гостя, то есть номер, на котором слушает абонент SSH, к порту хоста 4 двойки. Теперь мы можем просто подключиться к своему loopback интерфейсу или localhost по адресу 127.0.0.1, указав порт 4 двойки в опции -p. После этого весь трафик будет на самом деле пересылаться на порт 22 виртуальной машины, и ты сможешь успешно подключиться по SSH. Мы можем иметь несколько VMs и несколько разных служб, работающих в них. Мы можем сопоставить порты служб к портам на хосте и получать к ним доступ. Все это настраивается в настройках самой виртуальной машины, если используется NET-подключение, или через Network Manager, если настраивается NetNetwork. Зайди в нужную сеть и добавь правила, которые тебе требуются, то есть установи протоколы, в основном это TCP, и порты на хосте и в госте. Имей также в виду, что в рамках одного протокола ты не можешь привязать один порт хоста к двум виртуальным машинам. То есть, если ты привязал порт хоста 2222 к VM1 и также привязал такой же порт 4 двойки к VM2, то при одновременном запуске этих двух виртуалок это не сработает, поскольку порт хоста одновременно может занимать только одна из VM. На этом лекция закончилась. Я жду тебя на следующей. Привет и добро пожаловать на лекцию. В этой лекции мы познакомимся с DNS в Linux. Обсудим базовые вещи, необходимые для новичков. А именно поговорим об основных концепциях и рассмотрим некоторые команды, которые помогут нам изучить конфигурацию DNS на хостах, в частности на Linux хостах. Окей, у нас есть два компьютера, система 1 и система 2. Оба находятся в одной сети, им были назначены адреса 192.168.1.10 и 11. Мы можем пинговать одну систему из второй, используя IP-адрес другой машины. Предположим, что на второй находится служба базы данных. Вместо того, чтобы запоминать IP-адрес системы 2, нам было бы удобнее дать ей имя DB-Server и в будущем обращаться туда по этому имени. Таким образом, если мы хотим проверить связь с системой 2, то используем имя DB-Server вместо ее IP-адреса. Если ты попытаешься проверить связь с DB-Server сейчас, то увидишь, что системе 1 неизвестен хост с именем DB-Server. Как нам это исправить? Эта системная ошибка говорит о том, что система 1 не представляет, что такое DB-Server. Мы же знаем, что система с IP-адресом 192.168.1.11 носит имя DB-Server. Выходит, нам нужно сообщить системе 1, что когда я говорю DB-Server, то имею в виду IP 192.168.1.11.
Один из вариантов, как этого добиться, добавить запись в файл etc.hosts системы, из которой я буду обращаться к базе данных. Добавим строку с IP-адресом и нужным именем, под которым я хочу, чтобы хост системы 1 опознавал систему 2. Таким образом, в etc.hosts находится таблица соответствия имен хостов и их адресов. Снова выполним команду ping dbserver, и она будет успешна, поскольку программа ping перед отсылкой эхо-запросов проверила эту таблицу соответствия в файле hosts, нашла там запись и успешно разрешила для себя имя машины dbserver. Она выяснила, что это 192.168.1.11. Тут следует отметить важный момент. IP-адрес 192.168.1.11 в системе 1 — это хост с именем dbserver. Это воспринимается системой 1 как должное, так как все, что мы помещаем в файл etc.hosts, является источником истины для этого хоста. Но это может быть неправдой. Сам хост системы 1 не проверяет, действительно ли носит система 2 имя dbserver. Например, запуск команды hostname в системе 2 показывает, что имя хоста system2, но хост системы 1 это не волнует. Он верит тому, что находится в его файле хостов. Ты даже можешь обмануть систему, заставив поверить ее в то, что вторая машина — это Яндекс, просто добавив запись в файл etc.hosts с сопоставлением IP-адреса с ya.ru. Затем пропингуй ya.ru, и ты получишь ответ от системы 2. Таким образом, у нас есть два имени, указывающих на одну и ту же систему. Одно как dbserver, а другое как ya.ru. Можно иметь столько имен, сколько требуется для любого количества серверов в файле etc.hosts. Каждый раз, когда мы ссылаемся на систему по ее имени, например, делая это самостоятельно, вызывая команду ping curl ssh, или же когда это делает какое-то наше приложение, или же какая-то системная утилита, будет просмотрен файл хостов системы, чтобы узнать IP-адрес этого хоста. Такой способ преобразования имени хоста в IP-адрес известен как разрешение имени — Name Resolution. В небольшой сети из нескольких систем мы можем легко обойтись записями в хост-файлах для каждой из машин. Мы укажем, какие другие системы доступны в среде, и именно так это делалось в прошлом. Это будет работать, пока среда не вырастет, а эти файлы не станут иметь слишком много записей. Еще у такого подхода будет очень сложное управление. Например, если IP-адрес одного из серверов изменится, нам нужно изменить записи на всех хостах сети. Вот именно тогда придумали переместить все эти записи на один сервер, который будет всем этим управлять. Мы называем его нашим DNS-сервером и указываем всем хостам использовать этот сервер, если нужно преобразовывать имя хоста в IP-адрес, вместо того, чтобы заниматься разрешением имени самостоятельно. Как нам это сделать? Как указать участникам сети на наш DNS-сервер? Здесь DNS-сервер имеет IP 192.168.1.100. У каждого хоста есть файл конфигурации разрешения DNS. Обычно он находится в размещении etc.resolve.conf. Мы можем добавить в него запись с указанием адреса DNS-сервера. Пропишем в нем nameserver 192.168.1.100. Этого должно быть достаточно. После того, как мы добавили такую строку в свою систему, каждый раз, когда она встречает имя хоста, о котором не знает, то спрашивает о нем DNS-сервер. А если IP-адрес какого-либо хоста поменяется, просто обновим эту запись на сервере DNS, и все хосты смогут верно разрешить новый IP-адрес в дальнейшем. Нам больше не нужны записи в хост-файлах на каждом хосте, но это не значит, что там не может быть никаких других записей. Мы все еще можем вносить их туда. Например, мы подготовили тестовый сервер для своих нужд. Мы не думаем, что другим потребуется разрешать этот сервер по имени, поэтому его не нужно добавлять на DNS-сервер. Просто добавим запись в свой локальный etc.hosts на системе 1, чтобы разрешать имя test.srv. Теперь система 1 может разрешить сервер test.srv, однако никакая другая система не сможет этого сделать. Таким образом, система может совершать сопоставление имен хостов и IP как из локального файла хостов, так и получая информацию с удаленного DNS-сервера. А что, если у нас появится запись в обоих местах? Одна в своем домашнем файле etc.hosts, а другая на DNS-сервере. У меня здесь есть запись в моем локальном файле со значением 192.168.1.200, и кто-то добавил запись для того же хоста 192.168.1.120 в DNS. В этом случае хост сначала просматривает локальный файл хостов, а только затем сверяется с сервером имен. Поэтому, если он находит запись в хост-файле, то использует ее, а если нет, то ищет этот хост в DNS. Но этот порядок можно изменить. Он определяется записью в файле etc.nsswitch.conf.
Как видишь, сначала идет files, а потом следует DNS. Files относится к хост-файлу, а DNS — поиск на удаленных DNS-серверах. Таким образом, для разрешения имени хост сначала просматривает etc. hosts, и, если он не может найти его там, то обращается в DNS. Если переставить параметры местами, порядок изменится, и сначала хост будет спрашивать сервер, а затем свой файл. В рамках текущего порядка наш хост будет разрешать тестовый сервер как 192.168.1.200. А что, если мы попытаемся разрешить имя сервера, которого нет ни в одном из списков? Например, я пытаюсь пинговать www.mail.ru. У меня нет www.mail.ru в моем локальном хост-файле. Также его нет в моем DNS, поэтому сейчас это не удастся. Мы можем добавить еще одну запись в свой etc. resolve.conf, чтобы указать на сервер имен, который знает о mail.ru. Например, 4 восьмерки, разделенные точками. Это общедоступный и хорошо известный публичный сервер имен. Он доступен из интернета и размещен на площадке Google. Этот сервер знает обо всех веб-сайтах в интернете. Мы можем добавить сюда несколько таких записей nameserver. Проблема состоит в том, что нам придется настроить это на всех хостах в нашей сети. Но у нас уже есть сервер имен в сети, и все хосты настроены на него. Тогда лучший способ будет настроить сам DNS-сервер для пересылки любых неизвестных ему имен на публичный nameserver в интернете. И нам не нужно будет думать об описании имен внешних сайтов в своей DNS-службе. Очень удобно. До сих пор мы просто пытались достичь систем с их именами, таких как Web, DB-сервер, Test и так далее. Еще мы пытались определить имя для серверов Mail.ru как www.mail.ru. Что это за имя с буквами www и .ru в конце? Это называется доменным именем. И именно так IP преобразуются в имена, которые мы можем запомнить. В большом интернете это сделано для тех же целей, как мы это делали для наших хостов. Теперь о причине, по которой они находятся в таком формате, разделенные с помощью точек. Она состоит в том, чтобы сгруппировать похожие вещи вместе. Последняя часть доменного имени .com, .org, .ru, .net и так далее являются доменами верхнего уровня, которые представляют собой назначение сайта. .com для коммерческих или общих целей, .net для сетевых вещей, .edu для образовательных организаций, .org для некоммерческих организаций. Давай посмотрим отдельно на эти его части. Итак, в случае с Google точка — это корень, и именно здесь все начинается. .com — это домен верхнего уровня. Google — это доменное имя, присвоенное Google, а www — это сабдомен. Сабдомены помогают группировать вещи вместе. Вариант такой группировки для Google, например, это картографический сервис Google, доступный по адресу maps.google.com. Здесь maps — это поддомен. apps. Mail. Drive. Ты знаешь все эти сервисы. Они находятся на разных IP, даже на нескольких, но ты всегда помнишь, как их найти. Мы можем разделить каждый из них на любое количество поддоменов в зависимости от своих потребностей. Вот так формируется эта древовидная структура. Когда мы пытаемся связаться с любым из этих доменных имен, скажем, с www.google.com со своего компьютера, наш запрос сначала попадает на внутренний DNS-сервер нашей организации. Он не знает, кто такие www или Google. Тогда внутренний DNS-сервер перенаправляет запрос в интернет. В интернете IP-адрес сервера, обслуживающий в данный момент www.google.com, скорее всего разрешится за несколько шагов. Root-сервер просмотрит запрос, увидит, что он относится к зоне .com и укажет на сервер, обслуживающий .com. .com-сервер получит перенаправленный запрос и отправит нас в Google, а DNS-сервер Google предоставит нам IP-адрес сервера, обслуживающего веб, то есть сабдомена www. Чтобы ускорить получение всех результатов в будущем, DNS-сервер нашей организации может кэшировать этот IP-адрес на определенный период времени. Обычно от нескольких секунд до нескольких минут. Таким образом, не нужно каждый раз проходить этот процесс заново. Окей, это было о публичных серверах. А как насчет внутренней реализации в нашей организации? У нас структура может быть аналогичной. Например, в организации будет домен rotara.corp. По мере появления необходимости в компании появится несколько поддоменов для разных целей. www для внешнего веб-сайта, mail для доступа к внутренней почте организации, BU для целей резервного копирования, app для мобильных сервисов и так далее. Все это настраивается на внутреннем DNS-сервере нашей организации.
Причина, по которой мы обсудили все это, состоит в том, чтобы понять другую запись в файле etc.resolve.conf. Как ты помнишь, это файл, в котором мы настраиваем DNS-сервер, который будет использоваться для нашего хоста. Это благодаря ему мы смогли разрешить серверы в нашей организации с их короткими именами, такими как Web, DB-Server и так далее. Но сейчас мы приняли стандартную форму доменных имен, такие как web.rotora.corp или db.rotora.corp и так далее. Теперь при пинге это больше не работает. Конечно, это потому, что мы пытаемся узнать что-то про имя Web, но его нет в записях DNS нашей организации. Вместо этого есть web.rotora.corp. Таким образом, мы должны использовать полную запись web.rotora.corp. И, в общем-то, логично, если кто-то за пределами компании будет получать доступ к нашему веб-серверу, указывая это длинное наименование. Но изнутри компании, из нашей собственной сети, мы хотим просто обращаться к веб-серверу по его имени — Web. Точно так же, как мы обращаемся к другим членам своей семьи просто по их именам, а кто-то извне нашей семьи уже обращается к ним, используя полное имя, здесь мы хотели бы что-то подобное. Итак, что нам сделать, чтобы настроить веб для разрешения web.rotora.corp? То есть я хочу, чтобы когда я говорю web, хост понял, что я имею в виду web.rotora.corp. Чтобы это сделать, нужно указать в файле etc.resolve.conf параметр search в значении rotora.corp, то есть то доменное имя, которое мы хотим добавить к короткому. В следующий раз, когда мы попытаемся проверить связь с web, то увидим, что он действительно пытается подключиться к web.rotora.corp. А еще наш хост достаточно умен, чтобы исключить этот поисковый домен, если мы указали его в своем запросе, то есть обратились по полному имени. Мы также можем указать дополнительные поисковые домены, подобные этому. Таким образом, когда я говорю web, я имею в виду web.rotora.corp или web.cloud.rotora.corp. Наш хост теперь будет пытаться искать во всех этих доменных именах, когда будет разрешать имя хоста. Наконец, пару слов о типах записей. Как же записи хранятся в DNS? Мы знаем, что он хранит IP-адреса для имен хостов, известных как A-записи. Сохранение IP-версии 6 в именах хостов известно как Quad A Records. Сопоставление одного имени другому имени называется CNAME записью. У нас может быть несколько псевдонимов для одного и того же приложения. Например, служба обработки текста также может быть доступна от имени Author или Docs. Вот для этого используется CNAME Record для сопоставления одного имени другому. Типов этих записей гораздо больше, но мы сейчас остановимся только на этих. Окей. И пара слов об инструментах. Ping не всегда может быть подходящим инструментом для проверки того, как DNS разрешает имена. Есть еще несколько других инструментов, например, NSLookup. Ты можешь использовать NSLookup для запроса имени хоста с DNS-сервера. Но помни, что в этом поиске не берутся во внимание записи из локального хост-файла. Поэтому, если мы добавим запись в локальный файл для своего веб-приложения и попытаемся сделать NSLookup для этой записи, он ничего не найдет. Запись для этого веб-приложения должна присутствовать на нашем DNS-сервере, и этот результат поиска по записи по удаленным DNS-серверам и возвращает NSLookup. То же самое и с утилитой dig. Dig — еще один полезный инструмент для проверки разрешения DNS. Он возвращает больше деталей в той же форме, как это хранится на сервере. Есть еще утилита host. Она похожа на NSLookup в базовом выводе, но с опциями может давать ответы, подобные dig. И это все в этой лекции об основах DNS. Увидимся! Привет и добро пожаловать на лекцию. У нас впереди осталась одна тема в части сети, где мы разберем механизм траблшутинга проблем сети. Но прежде я бы хотел напомнить про инструментарий проверки сетевых соединений. Думай об этом как о шпаргалке, если у тебя еще недостаточно опыта, чтобы помнить их все. Сначала, что касается интерфейсов. Физическое его состояние, то есть исправен ли он, работает ли или отключен, нам покажет команда IP-Link. Каждое устройство-участник сети должен иметь как минимум IP-адрес и маску подсети, параметры, которые позволяют уникально обозначить устройство в пределах сети. Это нам даст команда IP-Adder, можно короче IP-A. Также есть более старая команда ifconfig. Здесь могут быть реальные и виртуальные интерфейсы. LO — интерфейс обратной петли. Он зациклен всегда на эту же локальную машину, то есть посылает пакеты самому себе. Имеет адрес и маску 127.0.0.1/8.
Также ты можешь встретить интерфейсы вроде Docker 0. Это тоже не физический интерфейс, он относится к системе исполнения контейнеров. Интерфейсы Ethernet могут именоваться по-разному, в зависимости от дистрибутива. Чаще всего Eth, а далее номер, но может быть иначе. Проводные могут именоваться, начинаясь в названии с N, беспроводные с WL. Все эти названия могут быть изменены пользователем, поэтому может возникнуть путаница. Тем не менее, физический интерфейс остается как Eth, а узнать его предыдущее имя можно из сообщений ядра, выполнив команду dmask, как ты видишь. Но обычно этого не требуется, а интерфейс определяется на глаз. IP и маску можно просмотреть в поле inet интерфейса. Как видишь, здесь у нас 172.17.0.42 с 16 маской, что означает, что 16 бит отведено на подсеть и 16 бит на адрес. Это диапазон частной сети, и у нашей системы серый IP-адрес. Теперь проверим, указан ли шлюз по умолчанию. Как ты помнишь, шлюз — это та дверь, через которую сервер связывается с хостами, находящимися за пределами локального пространства адресов. Команды ip-root, короткая версия IPA, или команда root покажут имеющиеся маршруты и адрес шлюза по умолчанию. С интерфейсами все. Проверим, как ходят пакеты по сети. Основной инструмент — утилита ping. Она отправляет специальные сетевые пакеты на удаленный IP-адрес, используя ICMP-запросы и ожидает ответные пакеты ICMP replace. Таким образом, можно проверить сетевую связность, пересылаются ли сетевые пакеты между IP-адресами отправителя и получателя. Помимо количества полученных и потерянных сетевых пакетов, мы можем увидеть время, которое было затрачено на прохождение запроса и ответа, параметр RTT — Round Trip Time. Этот параметр важен при диагностике проблем, связанных с нестабильностью связи. Иногда могут теряться большие пакеты, и через параметр ping-s можно настроить размер пакета для теста. Иногда ICMP протокол специально блокируют. Если пинг не отрабатывает и мы находимся в одной локальной сети, можно спуститься на уровень ниже по модели OCI и проверить connectivity на уровне MAC-адресов. В этом может помочь команда arp-n. Этим мы сможем увидеть MAC-адреса Ethernet-сети, которые находятся в одной сети с нашим сервером. Если вдобавок там показан и IP-адрес, значит связь есть, но ICMP отключен. Если мы не в одной локальной сети, можно запустить traceroute. Она показывает маршрут, по которому движутся сетевые пакеты. Первым маршрутизатором на пути пакета должен быть наш локальный шлюз по умолчанию. Если дальше него пакет не уходит, проблема может быть в конфигурации маршрутизатора. Если пакеты теряются на дальнейших шагах, возможно, есть проблема в промежуточной сети. Также может быть, что промежуточные маршрутизаторы не отсылают ответные пакеты. В этом случае можно переключиться на использование другого протокола в traceroute. Аналогичные функции предлагает команда tracepath. Ее плюс, что она работает не из-под рута. Как видишь, здесь traceroute смог отследить маршрут через ICMP, а tracepath через UDP не смог. Если идут потери пакетов, можно использовать утилиту MTA для сбора данных. Теперь поговорим о DNS. Сначала сделаем самое простое, запустим ping с указанием доменного имени, например, ping ya.ru. Если ответные пакеты приходят, значит все работает как надо. Кроме утилит host, dig и nslookup, может пригодиться информация о DNS от самой системы. Начать можно с проверки файла etc.hosts. Далее заглянуть в etc.resolve.conf, но иногда в этом файле может быть не все очевидно. Для получения расширенных данных из системы запусти nmCLI в дистрибутивах с Network Manager, таких как Red Hat Enterprise Linux, или systemd resolve -status для систем с NetPlan, например, Ubuntu. Если с помощью dig или другой утилиты публичный сервер разрешает имя верно, а внутренний нет, значит с ним проблема, и в этом направлении нужно копать. Если ни один из серверов не справился, значит стоит посмотреть, разрешены ли подключения на 53-й порт, TCP или UDP. Это порты, где слушает DNS. Таким образом, мы переходим к утилитам проверки портов. Для проверки, какие приложения слушают порты, использую команду ss-tulpn. Опции TU покажут нам протоколы TCP и UDP. L — те порты, которые система прослушивает. P — чтобы узнать, какая программа слушает этот порт, а N — чтобы показывала числа вместо имен хостов. Для запоминания можно также написать -qpan. Это проще запомнить, но это дает больше мусора в выводе. Примерно то же самое делает более старая и медленная команда netstat. В качестве альтернативы можно найти открытые файлы сетевых соединений, но это более хардкорный вариант. Вот пример команды lsoff-i-p-n. Проверить удаленный порт можно, запустив команду telnet nc или nmap. Nmap, скорее всего, придется поставить отдельно.
Если порт не отвечает, доступ к нему может быть специально закрыт. Следует проверить firewall, например, firewall-D, и правила сопоставления портов, например, IP-tables. Также удобно использовать инструменты, которые могут подергать приложения на разных портах. Это известные вещи, такие как утилита curl, которую удобно использовать для основанных на HTTP протоколе приложениях, или терминал Telnet, который я уже упоминал, представляющий из себя функциональный текстовый терминал. Обычно в 99% случаев этих инструментов хватает. Но также помни, что сетевые проблемы могут быть связаны с особенностями устройств и их драйверов, а иногда даже с багами в ядре. Но не волнуйся, так глубоко мы в этом курсе не заходим. И на этом все. В следующей лекции мы на примере пошагово разберем, как траблшутить сеть. Увидимся! Привет и добро пожаловать на лекцию. В этой лекции мы поговорим о проблемах на сетях, методах их диагностирования и исправления. Итак, мы уже представляем, как устроены сети, какими они бывают снаружи и внутри компьютера. Поняли, как работает DNS. Давай разберем такую ситуацию. Пользователь обращается через браузер по URL http repo.rotara.corp, но получает ошибку тайм-аута соединения. К этому может приводить несколько причин. Например, локальный интерфейс компьютера пользователя может быть не подключен к сети. Система пользователя может неверно разрешать IP-адрес целевого хоста, к которому требуется подключиться. Может быть проблема с маршрутом к серверу, а может быть, что сам сервер репозитория неисправен. Например, у самого сервера может быть проблема с подключением или неверно настроена безопасность, или это проблемы со службой, слушающей искомый порт. Сейчас мы разберем методику, которой следует придерживаться для устранения неполадок сети. Мы будем последовательно двигаться и проверять каждую из этих областей, где могут быть проблемы. Начнем с физического подключения хоста пользователя. Проверим локальный интерфейс, выполнив команду IP-link, и убедимся, что основной интерфейс поднят. В этом случае используемый сетевой интерфейс называется ENS3, и мы видим, что он находится в рабочем состоянии. Затем мы проверяем, можем ли мы получить IP-адрес для имени этого хоста. Для этого запустим команду nslookup и далее имя хоста, и проверим, что оно разрешается на действительный IP-адрес нашей сети. Команда nslookup обращается к DNS-серверу, который в данном случае находится по адресу 192.168.1.100 и запрашивает IP-адрес для указанного имени. Он возвращает, что IP-адрес сервера 192.168.2.5, так что это тоже работает. Далее нужно проверить, можем ли мы физически достигнуть этого IP-адреса. Для проверки связи с удаленным сервером воспользуемся командой ping. Как видишь, мы отправили пакеты по сети, но не получили ответа. Все пакеты пропали. Конечно, не стоит полностью полагаться на ping, потому что в некоторых системах он может быть отключен. Дополнительную информацию может дать traceroute. Да, похоже, проблема организовалась где-то между нашей системой и сервером, на пути от одного к другому. Разбираемся дальше. Чтобы устранить проблему с маршрутом, мы запускаем команду трассировки маршрута. Она покажет нам количество переходов, то есть устройств между источником, компьютером пользователя, и сервером репозитория. Она также покажет, если на каком-то шаге маршрута происходит сбой. Из выходных данных мы видим, что есть два маршрутизатора. Первый с адресом 192.168.1.1, а второй 192.168.2.1. И подключение к обоим у нас имеется. Однако между вторым маршрутизатором и сервером есть проблемы. Время ожидания запроса истекло. Похоже, что проблема именно в этом. Видимо, нам придется прогуляться до этого сервера ногами, чтобы понять, в чем там может быть проблема. Но если невозможно туда попасть физически, или мы не управляем этим сервером, нужно будет связаться с ответственными за этот сервер. Допустим, мы позвонили ответственному админу и смогли подключиться к серверу репозитория по другому каналу. Зайдя на сервер репозитория, мы начинаем с того же самого, что делали на клиенте, а именно с физического интерфейса. Как видишь, их сетевой адаптер, подключенный к нашему сегменту локальной сети, находится в выключенном состоянии. Поднимем его с помощью IP-Link Setup, как ты видишь. Снова сделаем пинг с машины разработчика. Сервер отвечает, значит физически мы его достигаем. Снова откроем браузер. Пока не работает. Если мы смогли добраться до сервера, значит причин для ошибок не так много. Это или что-то на сервере не дает нам работать с приложением веб-сервера на нужном нам порту, или сам веб-сервер не слушает этот порт. Например, если он неверно сконфигурирован или не запущен. Возвращаемся на сервер и проверяем, какие порты в данный момент прослушиваются на сервере репозитория с помощью команды netstat.
Как ты помнишь, команды ss и netstat можно использовать для печати информации из таблиц маршрутизации, сетевых подключений и некоторых других сетевых статистических данных. Как видишь, порта с номером 80 в списке нет. Первое, что стоит сделать, проверить службу веб-сервера, которая отвечает за работу на 80-м порту этого сервера. У нас это Nginx, а команда sudo systemctl nginx status показывает, что он не работает. Если ты пока не знаком с такими командами, не волнуйся. У нас будет раздел, посвященный службам, очень скоро в этом курсе. Окей, запустим эту службу. Теперь мы можем или снова проверить вывод netstat, или сразу запустить браузер. Как видишь, с компьютера разработчика все стало отлично работать. Итак, мы решили проблему нашего разработчика, а службу поддержки оставили одних, чтобы они разбирались в первопричинах отказа сетевого интерфейса и службы. Мы двигаемся в упражнение, чтобы самим потраблешутить сеть в Linux. Увидимся! Привет, у нас упражнение по сетям. Здесь нас не устраивает однонодный сетап. Для задания нам понадобятся две виртуалки, объединенные в сеть. Делаем новый клон и назовем его WS01. Переходим в настройки VM и в разделе «Сеть» активируем второй адаптер. Далее в выпадающем списке выбираем Host-Only Adapter. Теперь, когда мы уже знаем о SSH, нам не требуется GUI и непосредственная консоль. Мы будем управлять серверами так, как это происходит в реальной жизни, то есть удаленно через SSH. Для этого я буду запускать машины в Headless Mode. Таким образом, они будут работать без привычного тебе вывода на экран. Я запустил WS01. По картинке превью я могу судить, загрузилась ли ОС внутри виртуалки. Чтобы подключиться по SSH к машине WS01 из моей хостовой Windows, я запущу стандартное приложение Terminal. VirtualBox предоставит нам разрешение имен для своих виртуальных машин в хостовой системе. То есть я могу просто обратиться как max_WS01. Пока не загрузилось, имя может не разрешать. На самом деле DNS от VirtualBox работает не всегда как ожидается. Поэтому в твоей хостовой ОС могут быть проблемы с обращением к виртуальной машине по имени. Если она не разрешает имя как надо, то поищи пингом IP этой машины в диапазоне хостовой сети и подключайся, указав IP. У меня определяет, поэтому жду, пока машина полностью поднимется, делаю SSH на WS01, ввожу пароль и попадаю на рабочий компьютер Макса. Теперь сделаем то же самое для второй машины, но с именем app01. То есть мы делаем клон, устанавливаем сеть и запускаем в безголовом режиме. Теперь придется дождаться, пока она загрузится. Подключаться к ней по SSH нам не требуется. Проверить, поднялась ли виртуальная машина, можно, проверяя, появилось ли приглашение на ввод пользователя в окошке превью. Теперь будем работать из терминала. Это 7-й раздел. Как обычно, переходим в папку 7 репозитория и здесь запускаем скрипт setup app01.sh, как ты видишь. Данный скрипт подготовит поднятые машины к совместной работе. Тут важный момент — убедись, что app01 запущен. Если ты не уверен, то проверь еще раз. После запуска скрипта в его выводе у тебя не должно быть красных записей. По окончании его работы app01 отправится на перезагрузку. Если app01 по какой-то причине не перезагрузился автоматически, ему нужно сделать ресет из панели управления VirtualBox. После возвращения виртуальной машины мы готовы к лабораторной. Мы начинаем на WS01. Итак, какие физические интерфейсы и IP есть на рабочей станции Макса? Информация по интерфейсам — это команда IP-Link. Как видишь, здесь два проводных интерфейса и есть еще интерфейс обратной петли. Команда IPA добавит к предыдущему выводу еще информацию об IP-адресах. Второй проводной интерфейс, который ENP0S8, принадлежит сети 192.168.232.0, а второй пока не имеет IP. У бэк-интерфейса адрес 127.0.0.1. Будем считать, что проводные интерфейсы смотрят в разные сети. Один во внутреннюю сеть предприятия, второй во внешнюю. Проверь, есть ли доступ в локальную и глобальную сеть. Для примера ты можешь обратиться к локальной машине app01 и публичному DNS Cloudflare 4 единицы. Делаю пинг app01 и пинг 1.1.1.1.1. Связи во внешний мир нет. Как ты помнишь, на одном из интерфейсов нет IP-адреса. Давай проверим состояние интерфейсов. Итак, проверь состояние проводных интерфейсов. Я запущу IPA.
В выводе команды я вижу, что ENP0S3 в данный момент в down. Подними отключенный интерфейс. Интерфейс поднимается командой IP-link set с указанием имени устройства и его состояния. Снова запрошу сводку по интерфейсам. Как видишь, статус ENP0S3 изменился, и также ему был присвоен IP-адрес в нашей внешней сети. Снова проверю интернет. Теперь все работает. Следующее задание. На интерфейсе ENP0S8 настроен IP-адрес 192.168.232.28. Нужно добавить к нему дополнительно 172.20.236.150 с 24 маской. Маска описывает, как этот диапазон сети адресов можно разделить на отдельные подсети. Чем больше маска, тем больше подсетей из диапазона можно выделить, но тем и меньше будет доступно адресов в этой подсети. Для начала можно просто запомнить, что маска /24 означает, что в выделенной подсети 172.20.236.0 будет 256 адресов. Итак, повторю вопрос. Добавь на ENP0S8 IP 172.20.236.150 с 24 маской. Для добавления использую команду ipadder add. Теперь проверю. Адрес появился на интерфейсе. Их стало там два. 192.168 и так далее, и 172.20 и так далее. Следующее задание будет на app01, поэтому перейдем туда. Как видишь, у меня получилось зайти туда неудачно. Это потому, что после перезагрузки app01 не вернулся в строй, а я не проверил. Я перегружу эту виртуальную машину и ускорю время. Все хорошо, и теперь я смог подключиться к app01 из WS01. Давай проверим наличие интернета на сервере app01. Я делаю пинг 4 восьмерки. Как видишь, все есть. Через какой шлюз по умолчанию осуществляется выход в интернет? Для просмотра маршрутов использую root или IPR. Итак, дефолтный маршрут организован через 10.0.2.2, и он расположен на ENP0S3. Теперь нам нужно добавить для сервера app01 IP-адрес 172.20.236.124 маски на интерфейс ENP0S8. Это задание аналогичное тому, как мы делали на WS01, только адрес будет 100, а там был 150. Маска будет /24. Наша следующая цель в том, чтобы изменить маршрут по умолчанию на сервере app01 так, чтобы шлюзом стала машина WS01. Таким образом, app01 будет ходить в интернет из сети 172.20.236.0, а не через 10.0.2.0. Имей в виду, что тебе придется удалить сначала старый маршрут, а потом добавить новый. Я удаляю старый маршрут по умолчанию. После добавляю новый через устройство ENP0S8, а шлюз пишу как IP-адрес машины WS01. Теперь пакеты будут отсылаться на этот 150 IP, если явно не найдут других маршрутов. Проверим интернет, пинг 4 восьмерки. Как видишь, мы не видим ошибок, значит пакеты успешно уходят в место назначения, и шлюз 172.20.236.150 их принимает. Но нам пишет, что 100% пакетов потеряно. Что же произошло? Чтобы ответить на этот вопрос, давай вернемся на WS01. Как ты помнишь, мы настроили здесь два проводных адаптера, один из которых NET, а другой хостовая сеть. Получается, что пакеты в неизвестной сети передаются с сервера app01 на сервер WS01. Там они приходят на интерфейс ENP0S8, который с IP 172.20.236.150, и благополучно там же и остаются, поскольку WS01 пока не знает, что с ними делать. Наш WS01 в данный момент не является роутером, то есть устройством, которое пересылает трафик между сетями. Есть несколько вариантов, как превратить его в такое устройство. Одно из них — разрешить форвардинг трафика. Включи пересылку IP-трафика IP-forward. Один из вариантов это сделать — использовать вот такую вот команду. Имей в виду, что вещи, которые могут повредить систему, обычно устанавливаются в Linux до перезагрузки. Я имею в виду правила фаерволов, монтирования или настройки ядра, как в этом случае. Чтобы сделать это постоянным, нужно будет внести запись в определенный конфигурационный файл. Окей,
Мы включили пересылку. Вернемся и проверим интернет. Доступ с SEP01 по-прежнему не работает. Давай подумаем, почему такое случилось. Пересылкой мы добились того, что попав на WS01, пакеты сначала переходят из сети 172.20.236 в сеть 10.0.2. После этого они уходят в интернет. Это отлично работает в одну сторону, но вот ответ от сервера уже не может вернуться. Дело в том, что NET VirtualBox будет пересылать обратный трафик только на интерфейс ENP0S3. Оттуда он будет доступен системе WS01. Но наш трафик ждет не система WS01, а система EP01, которая держит WS01 за шлюз. И за тем, что тот трафик на самом деле предназначается EP01, никто не следит. Как ты помнишь, за такими вещами смотрит NET. Давай настроим свой маленький NET, который будет обслуживать подключение для EP01. Это включается через iptables. Если ты не уверен, просто повтори за мной. Итак, я вношу в таблицу NET для цепочки PostRouting правило, разрешающее маскарадинг. Теперь мы можем вернуться на EP01 и проверить интернет. Пинг 4 восьмерки. Как видишь, все пошло. Итак, еще раз, что мы сделали и как это работает. На EP01 есть два адаптера, один из которых может ходить в интернет. Мы перенастроили EP01 так, чтобы он не использовал тот внешний адрес. Вместо этого мы направили трафик в WS01, который превратили в роутер. Далее на WS01 также два адаптера, один из которых NET, то есть трафик, который отправляется из системы WS01, меняет свой адрес отправителя в процессе коммуникации. Обратный трафик успешно доходит до WS01, где его подхватывает правило PostRouting, которое меняет получателя трафика на адрес сервера EP01, и далее пакеты идут уже куда надо. Вот такая схема. Окей, это может быть немного сложно для новичка. Темы сетей и безопасности самые сложные, и обычно сначала эти концепции тебе становятся привычными, а только потом до конца понятными. Давай напоследок выполним пару простых заданий. Перейди на EP01 и сделай ARP, чтобы узнать, какой MAC-адрес у сервера WS01. Я запускаю RP-A. Здесь отражен MAC, а также его IP. Из этого следует, что устройство в одной сети. Узнай, какой IP-адрес у сайта google.com. Самый простой способ использовать ping для проверки. Ping google.com. Обрати внимание, что адреса будут отличаться, поскольку это высоконагруженные проекты, и у них к одному имени привязаны несколько адресов. Какой IP-адрес используется для DNS-сервера в этой системе? Сделаю cat etc resolve conf. Это указывает на внутренний DNS-сервер. В VirtualBox его поведение отличается от поведения обычных name-серверов, поэтому давай его изменим. Измени DNS-сервер на DNS Google, который 4 восьмерки. Я просто открою файл в текстовом редакторе и изменю. Теперь сделаем команду, как ты видишь. sudo bash-c, а дальше в кавычках команда. Вещи, связанные с перенаправлением, не всегда работают хорошо с командой sudo. Поэтому мы запускаем отдельную оболочку от рута, а флаг -c говорит ей выполнить команду, заключенную в кавычки. Окей, теперь пинговаться будет по единому адресу, который мы указали в файле хостов. Тем не менее, если ты запустишь dig google.com, то увидишь, что адрес разрешается по-другому, хотя пинг по-прежнему идет по старому адресу. Какой порядок используется в настоящее время для разрешения IP-адреса в системе? Делаю cat etc nsswitch.conf. Как видишь, сначала просматривается хост-файл, а потом учитываются DNS. Измени порядок на сначала DNS, а потом etc hosts. С помощью текстового редактора я отредактирую nsswitch.conf. Теперь после смены порядка ты увидишь, что пинг идет на реальный сервер Google, а не на тот, что мы переопределили в файле хостов. На самом деле, переключив это, нельзя быть на 100% уверенным, что данные из файла хостов не будут иметь приоритета над DNS. Тут многое зависит от самого приложения и библиотек, которые оно использует, а также от среды, в которой исполняются приложения. Например, некоторые приложения могут ориентироваться на другие файлы конфигурации в системе или вообще на собственные настройки. А некоторые системы виртуализации могут иметь отдельные настройки на уровне гипервизора, который переопределяет эти механизмы.
Поэтому не удивляйся, если настройки из nsswitch.conf будут проигнорированы. Окей, надеюсь, это было интересно. Увидимся.